Как извиняется нарцисс и почему этим извинениям не стоит верить. Если вы общаетесь с нарциссом, ну или чаще всего люди общаются с людьми, у которых есть нарциссические черты личности, то у вас часто бывает такое вот какое-то чувство, что вот ты общаешься с этим человеком, он извиняется перед тобой, но при этом ты понимаешь, что в этом извинении вроде бы как нет какой-то искренности, как будто бы это какое-то нечестное извинение. Так происходит потому, что нарциссы никогда не берут на себя ответственность за свои какие-то проступки, за которые им стоит извиниться, поэтому их извинения на самом деле являются оправданиями. То есть формально это извинение по форме, а по факту вы слышите какое-то оправдание, и вам очень сложно простить такого человека, потому что он как будто бы оправдывает себя, а не пытается говорить о том, что он чувствует, как вам плохо из-за его действий. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня я расскажу вам о 7 таких распространенных способах, как нарцисс вот так нечестно, лживо извиняется, чтобы вы могли их узнавать и, соответственно, понимать, что в этот момент перед вами человек не извиняется, а просто оправдывает себя. Если эта тема кажется вам интересной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и мы начинаем. И первая классическая фраза — это «мне жаль, что ты так чувствуешь это», или «мне жаль, что тебе так кажется», или «мне жаль, что ты, в частности, там грустная, там, не знаю, разозлилась или еще что-то». То есть, по сути, тут происходит перекладывание ответственности на другого, он извиняется и при этом говорит, что «мне жаль, что у тебя неправильные чувства». Мне жаль, что у тебя какая-то такая вот болезненная для тебя реакция на мои действия. За мои действия мне не жаль, мои действия, они как бы, по умолчанию какие-то, правильные. А вот то, как ты себя чувствуешь, мне жаль, что тебя расстраивает то, что я тебе сказал, там, правду матку, взял тебя, там, довел до слез. Вторая частая фраза, которую они используют, это «извини, если я сказал что-нибудь, что тебя обидело». Вот тут вот важно «если». То есть такое вот как бы сомнение в том, что, возможно, я что-то сказал. То есть вы, например, как-то общаетесь, он говорит вам какую-то колкость, вам это неприятно, и он говорит: извини, если я что-то сказал, если я сказал, если не сказал, значит, вроде не извиняй. И, как правило, в такой фразе еще добавляется после запятой: но на самом деле ты сама виновата, что там обратилась ко мне в тот момент, когда я был раздраженный и уставший. Или но ты же понимаешь, что такие обстоятельства, что... То есть дальше идет какое-то оправдание. Вот извини, если я сказал что-нибудь, что тебя там как бы расстроило, но... И дальше идет оправдание, что ситуация была такая, я не мог повести себя иначе. Третья фраза — это «я думаю, что мне, возможно, стоит извиниться». То есть такое вот какое-то, знаете, вот вроде бы я в этом не уверен. Как правило, если два человека стремятся сохранить отношения, и один делает что-то, что неприятно для другого человека, то он извиняется очень просто: «извини меня». Просто потому, что мне важно, чтобы наши отношения сохранились. В ситуации с нарциссом он не считает, что он сделал что-то не так, но он видит, что другой человек как-то расстроен, другой человек, не знаю, раздражен, там любые могут быть эмоции такие. То есть другому человеку не нравится, что сделал нарцисс, и, соответственно, он говорит: наверное, я думаю, что, так сказать, как бы принято в таких ситуациях извиняться, и, наверное, мне стоит извиниться. То есть куча вот этих вот оговорок. То есть не извини меня, а я думаю, что, возможно, мне стоит извиниться. Следующая ситуация — это когда, знаете, такое извинение в стиле «лучшая защита — это нападение». Когда нарцисс просто говорит: хорошо, извини, но что я должен сделать? Что ты хочешь, чтобы я сделал? То есть в такой ситуации получается как? По содержанию это вроде бы извинение, но по форме это обвинение, это даже не оправдание, это вот какая-то нападка. Почему так происходит? Потому что когда нарцисс понимает, что его вроде как обстоятельства приперли к стенке, но другой человек, вроде бы как очевидно, что ему стоит извиниться. Предположим, он объективно опоздал, или он объективно нарушил какие-то договоренности, или он видит, например, что другой человек явно расстроен из-за него. Например, вас двое в комнате, вот есть нарцисс и, скажем, женщина, которая, не знаю, там плачет, или это она расстроена. И понятно, что ему нужно извиниться, но он не может из себя это выдавить, и он это вот из себя все-таки выдавливает вот в такой форме. То есть по содержанию вроде бы как я извиняюсь, а по форме я компенсирую это тем, что я тебя обвиняю за то, что ты заставляешь меня извиняться. Я просто хотел тебе помочь. Это, знаете, такое классическое извинение нарцисса, потому что оно на самом деле по форме даже является оправданием. Оно должно вызвать у вас какое-то чувство вины, что вы заставляете человека оправдываться. И обычно бывает, когда нарцисс как-то очень грубо нарушает ваши личностные границы. Это может быть, кстати, ваша нарциссическая мать, когда вот она старается что-то вам там куда-то, вот она пришла, начинает у вас делать какую-то уборку, вы говорите: мам, мы же вообще не договаривались, что ты пришла как бы, без приглашения. Я просто хотела помочь, и как бы ты должна чувствовать себя виноватой. Или, скажем, ваш муж залез вам в ноутбук, читает вашу переписку, смотрит какие-то вещи, там, а вы говорите: подожди, а что ты вообще делаешь? Я пытаюсь тебе настроить ноутбук, чтобы у нас была какая-то синхронизация, там, и
я пытаюсь тебе помочь. То есть вот это вот «я просто стараюсь помочь», «я просто хотел быть полезным» — это оправдание своего грубого вмешательства в вашу личную жизнь. Следующее гениальное извинение — это «мой друг сказал, что мне стоит извиниться», или там «моя сестра сказала, что мне стоит извиниться», или там кто угодно сказал, что мне стоит извиниться. Опять же, мы помним, что нарцисс никогда не берет на себя ответственность за то, в чем он может быть виноват, поэтому ему нужно так это как-то отщепить. То есть третье лицо какое-то сказала мне, что мне нужно извиниться, и я просто выполняю, так сказать, поручение другого человека. Я сам, нарциссы слишком хрупки, слишком вот они неустойчивы для того, чтобы можно было вот просто взять и искренне извиниться один на один. То есть я прошу тебя, чтобы ты меня извинила, потому что для меня важны наши отношения. Я вижу, что мое какое-то действие, я там опоздал, что-то грубо сказал, где-то там нарушил какие-то договоренности двусторонние. Вот это вот мое какое-то действие, оно вроде бы может быть немножко ухудшит наши отношения, и я этого не хочу, я извиняюсь. И я надеюсь, что в результате ты сможешь понять, что это больше не повторится, и, соответственно, наши отношения выровняются. Так ведут себя здоровые люди. Нарцисс не может принять на себя ответственность за то, что он что-то сделал не так. Поэтому он так и говорит, что, не знаю, какой-то там... Я в интернете прочитал, что мне стоит перед тобой извиниться. И седьмой способ извиниться для нарцисса — это «я извинюсь, если ты извинишься». То есть здесь начинается такой, во-первых, шантаж, а во-вторых, такая попытка, знаете, какого-то торга. То есть какая здесь идея? Если нарцисс понимает, что он приперло к стенке уже все обстоятельства, и что ему нужно вроде бы как извиниться, но тогда же, если он извинится, ему нужно будет взять на себя ответственность, а мы помним, что для него это очень сложно, тогда он предлагает вам как будто бы разделить эту ответственность. То есть я виноват, но и ты виновата. Грубо говоря, извини, что я на тебя накричал, но и ты извинись передо мной, что ты подошла ко мне в тот момент, когда я был не в настроении. В таком плане. То есть как будто бы и я чуть-чуть виноват, и ты чуть-чуть виновата. Опять же, стоит ли говорить, что такие вот перекрестные извинения — это какая-то очень сложная штука. То есть бывает так, что людям стоит друг перед другом извиниться. Но это происходит не единомоментно, не в один момент времени. И это грубо говоря, два разных дела. То есть один должен извиниться за то, что он считает нужным извиниться, а второму стоит извиниться за то, что он считает нужным извиниться. А так что если вот ты извинишься, тогда я извинюсь, а если нет, то нет, это какой-то вообще детский сад, и это, на самом деле, попытка не извиняться на самом деле. Я хочу еще раз напомнить, что людей с нарциссическим расстройством личности, как с диагнозом, их достаточно немного, статистически, и есть большая вероятность, что вот вы никогда такого человека не встречали. А вот людей с нарциссическими чертами личности, то есть таких людей их гораздо больше, и, скорее всего, вы таких людей видели в своей жизни, может быть, даже находились с ними в отношениях. Для чего я это вам говорю? Если человек извиняется, так как я говорил в этом видео, то все, что вы можете сделать, если для вас важен этот человек, или приходится с ним общаться, это сказать, что вот я слышу не извинения, а оправдание. Что это значит, что друг тебе сказал, что тебе нужно извиниться? А ты что считаешь? Или, например, что это значит, что мне кажется, что, наверное, мне стоило бы извиниться? Как-то слишком сложно. Ты извиняешься или что? В такой ситуации есть вероятность, что человек таки, скорректирует свое это поведение и извинится с вами, более близко к тому, как здоровые люди извиняются. То есть основная идея заключается в том, что если в вашем окружении есть люди, у которых есть нарциссические какие-то проявления, и вы их сразу будете навешивать на них ярлык, что это нарцисс, то, да, это неплохо, наверное, для вас, как-то оно вас успокаивает, но а что дальше делать? То есть какая здесь перспектива? А если вы будете стараться как-то понимать, является ли это нарциссическими чертами, насколько они глубоки, насколько они масштабно, так сказать, представлены в личности этого человека, которая, очевидно, представлена как-то иначе, то в такой ситуации у вас есть возможность немножко наладить отношения с таким человеком. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с такими вот извинениями, которые вот так человек извиняется, а тебе от этого только хуже, или, скажем, он извиняется, а ты чувствуешь, что тебя обвиняют, на тебя нападают, то есть вот такие вот контроверсивные извинения, то есть вроде извинения, не извинения. И, пожалуйста, напишите пример, это будет очень интересно и очень важно для меня и для моих подписчиков, для зрителей, которые смотрят, читают комментарии, и комментарии являются дополнением к видео. На этом все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, это для меня важно. Поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.